Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала! Сегодня буду готовить очень простой, вкусный бисквитный рулет. Шарлотку с яблоками. Яблоки очищаю от сердцевины. Кожуру не снимаю. Она отделится сама при натирании яблок. Но если хотите, то кожуру можете снять. Яблоки у меня свои. Их 9 штук. Они разного размера. На мою форму для выпечки размером 35 на 26 сантиметров этого количества будет достаточно. Яблоки я не взвешивала. Теперь яблоки натираю на крупной терке. Взбрызгивать лимонным соком натертые яблоки не буду, так как при контакте с металлом они все равно потемнеют. Вот так во время натирания снимается кожура с яблок. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Натертые яблоки перекладываю в форму и равномерно распределяю, чтобы толщина слоя яблок была примерно одинаковой по всей поверхности формы. Как я уже говорила, размер моей формы 35 на 26 сантиметров, высота бортика 7 сантиметров. Я форму предварительно смазала небольшим количеством подсолнечного масла и застелила антипригарным пергаментом. Яблоки у меня не сладкие, поэтому смешиваю 40 грамм сахара с 1 чайной ложкой молотой корицы. И то, и другое по вкусу. Посыпаю этой смесью яблоки. При желании можете яблоки вообще ничем не посыпать. Готовлю классический бисквит. В миску насыпаю щепотку соли и разбиваю 5 яиц. Яйца у меня категории СО. Все продукты в рецепте комнатной температуры. Я в тесто буду добавлять экстракт ванили. Если у вас его нет, то на этом этапе добавьте ванильный сахар или ванилин по вкусу. Перемешиваю на низкой скорости миксера до образования пены. Частями добавляю 100 грамм сахара. Кстати, этого количества теста хватит, чтобы испечь пирог в форме диаметром 26 сантиметров. Постепенно увеличиваю скорость миксера и взбиваю яйца до посветления и пышности, пока на поверхности яичной массы не появятся стойкие следы от венчиков. На взбивание может уйти 7-10 минут. Это зависит от мощности вашего миксера. К концу взбивания я снова постепенно снижаю скорость миксера. Яйца посветлели и увеличились в объеме. Вот такая у них консистенция. Миксер убираю, он больше не нужен. Добавляю 2 чайные ложки экстракта ванили по вкусу и муку. Муку для шарлотки я не взвешиваю. Пользуюсь классической пропорцией. На одно яйцо 1 столовая ложка с небольшой горкой пшеничной муки. Муку просеиваю и добавляю в 2 приема. Сначала добавляю 3 столовые ложки. Перемешиваю венчиком, круговыми движениями и поднимаю муку с дна миски, так как она оседает на дно. Добавляю еще 2 столовые ложки и перемешиваю, стараясь не нарушить воздушность теста. Слишком долго перемешивать не нужно, чтобы тесто не опало. Если вам нравится это видео, то ставьте пальчик вверх и напишите свое мнение о рецепте. Поделитесь видео с друзьями. Вы этим поможете развитию канала. В конце замеса прохожусь лопаткой по дну и бокам миски, чтобы убедиться, что вся мука вмешалась. Готовое бисквитное тесто долго стоять не должно.
Выкладываю его в форму сверху на яблоки и разравниваю. Можно формой постучать об стол, чтобы вышли лишние пузырьки воздуха. Форму отправляю в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов. Выпекаю в режиме вверх-вниз, примерно 20-25 минут, до сухой зубочистки. Мой бисквит выпекался 20 минут. Даю ему немного остыть в форме, чтобы я к ней могла прикоснуться руками. Доску я застелила пергаментом и переворачиваю форму. Снимаю форму и пергамент с бисквита. Помогая себе другим листом пергамента, пока тесто горячее, сворачиваю рулет. Заворачиваю рулет в пергамент, кладу его на доску швом вниз и даю рулету остыть. Остывший рулет решила украсить сахарной пудрой. Пудры ушла примерно 1 чайная ложка. Можно было рулет не украшать. Он получился красивым, без единой трещинки и в дополнительных украшениях не нуждается. Края рулета решила не обрезать. Вот такой простой вкусный рулет-шарлотка с яблоками у меня получился. Он достаточно большой, но постараюсь показать вам его со всех сторон. В моей семье любят любые домашние пироги, но чаще всего я готовлю пироги на бисквитном тесте. Шарлотку с яблоками мои мужчины любят и в виде классического пирога, и в виде рулета. На этом классическом бисквитном тесте можно приготовить рулет и с любыми ягодами, по вашему вкусу. Готовится яблочный рулет-шарлотка просто, а съедается быстро. Рекомендую вам приготовить такой рулет с яблоками, он вам понравится. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Если вам было полезно это видео, то подпишитесь на канал. И не забудьте нажать на колокольчик. У меня для вас есть еще много интересных рецептов. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока.